Мы отправляемся в большое путешествие на поезде по Канаде. От Торонто до Ванкувера. 4500 километров, 4 дня и 4 ночи в пути, 5 посещенных провинций, и все это за $2000 на человека. Но мы, в принципе, заплатили в 2 раза меньше. Как у нас это получилось, расскажу дальше в ролике. В общем, поехали! В Ванкувер мы поедем вдвоем с Иванкой, а детей оставим на бабушку. Немножко от них отдохнем. Мы сейчас находимся в Оттаве, потому что мы тут живем, и отправляемся на машине в Торонто. Ехать где-то 4,5 часа. Первый привал по пути в Торонто. Нужно зайти перекусить немножко. Конечно, мы кушаем только в Тим Хортонсе. Это канадская сеть фастфуда. Иванка заказала себе чипотли боул, а я какой-то бутерброд, пока что его не распаковывал. Люблю эти виды на Торонто, но не люблю движняк. Потому что со всех сторон машины обгоняют, подрезают. Кошмар, одним словом. Отвык уже в спокойной Оттаве от этого. Заселились в отель. Какой-то он интересный, немножко странный. Какие-то наркоманские картины. Не знаю, надо будет ставить маркировку кролику 18+ или нет. Так, а что у нас тут есть? У нас есть проигрыватель старый и есть пластинка Мадонна. Слушай, представляешь, такое лет, что на пластинке еще вот такие вот выпускалось. Ну что, поехали? Поэтому MP3 и Audio CD убили пластинки. Доехали мы до железнодорожного вокзала. Успешно, мне кажется, запарковали машину. Теперь надо искать, где наш поезд, где обменять билеты. И покажи, как красиво здесь. Да, сейчас. И как проснулись, людей не было никого, а все люди, оказывается, здесь. В метро куча, в подземном городе было много людей. Мы отправляемся в путешествие на поезде почти через всю Канаду. Мы едем из Торонто в Ванкувер. Это один из самых длинных железнодорожных маршрутов в мире. Причем не только один из самых длинных, но еще и один из самых живописных. Кстати, у маршрута довольно громкое название The Canadian. Поезд отправляется дважды в неделю, и обычно все места заняты. Нужно бронировать заранее. Экскурсия по нашему номеру, по нашему КП. У нас кабина класса Sleeper Plus. И вот когда день, у нас есть 2 кресла. Они, в принципе, можно их сдвигать, передвигать, но можете установить, как будет удобно. А в ночное время тут, опускаются полки, и можно спать. Что-то пикает. Вешалки всевозможные. И тут у нас есть вентилятор, кому жарко зимой. Сверху полочки можно сложить, маленькие чемоданы. И сразу видно меня красивого и раковину. Какие-то моющие приспособления. Раковина, кстати, трансформироваться. А, раковина трансформируется? Так, сейчас посмотрим. Да, вот видите, как сразу столик какой-то. Не знаю, еще не испытали. И сразу из ванны мы переходим в туалет. Очень удобно, не нужно ходить по вагону, можно сразу сделать свои дела, не выходя из купе. Дверь закрывается зеркалом. Смотрим, что нам попалось. Мешочки. Подарочки. Какие подарочки. Так, здесь полотенце. И все. Полотенце. Мыло для лица и шампунь. А душ у нас один на всех в конце вагона. В стоимость билета входят завтрак, обед и ужин в вагоне-ресторане. Причем блюда меняются каждый день. Кстати, скажу наперед, здесь было очень вкусно и сервис меня приятно удивил. А в поезде много интересного. Думаю, надо сходить на экскурсию.
поезде есть вагон со стеклянным куполом на крыше и панорамным видом. Просто идеально, чтобы посмотреть на все природные красоты Канады. Наверное, мы будем часто сюда приходить. Мы сейчас находимся на втором этаже обзорного вагона «Престиж». Просто смотрим по сторонам, что тут и как. Ходят, разносят шампанское, наливают всем, потому что все это входит в стоимость билета. Также есть лаунжи с бесплатным чаем и кофе и бар. Напитки в баре оплачиваются отдельно, если вы путешествуете не первым классом. Кстати, в вагоне и ресторане столы общие, так что если вы не любите находиться в компании незнакомых людей, то, возможно, вам будет некомфортно. Во время поездки бывают разные развлекаловки вроде занятий йогой или игры. В поезде есть много настолок, домино, карты, бинго и не только. Мы, например, увлеклись собиранием пазлов. Неплохой вариант провести время в поездке. А вот так выглядит кровать в купе в разложенном виде. Она довольно просторная и удобная. Второй день нашего путешествия на поезде. Мы только что проснулись. И смотрите, началась зима. Мы сейчас то ли подъезжаем, то ли уже подъехали к Манитобе. И тут совершенно другой пейзаж. Если в Онтарио, в Торонто снегом даже не пахло, то тут уже его прилично. Пока завтракали, у нас спрятали полки. И мы сделали вот такую перестановочку. Будем сидеть на этих креслах и смотреть в окошко за снежным пейзажем. А пока доедем до Ванкувера, там все растает, наверное. Мы сейчас с Иванкой въехали в Саскачеван, в город Саскатун. Как раз по-французски объявляет диктор. Поля, поля. Поезд делает несколько остановок по пути, некоторые из них короткие, некоторые выпадают на ночь, поэтому мы вышли только на двух. Первая из них у нас была на третий день в Саскатуне, провинция Саскачеван. Поезд стоял всего полчаса, поэтому мы побывали только на вокзале. Саскатун — это сила. Это сила, это мощь. Следующая остановка, на которой мы вышли, была уже под конец пути, на четвертый день в городе Джаспер, Альберта. Здесь мы стояли около 3 часов, поэтому успели провести достаточно много времени в городе. Джаспер – это город, который находится в самом центре национального парка Джаспер. Джаспер является крупнейшим заповедником в скалистых горах и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Его площадь около 11 тысяч квадратных километров. Город Джаспер очень небольшой, в нем проживает меньше 5000 человек. Но здесь красиво, уютно и повсюду горы. Сейчас мы находимся в Джаспере и отправляемся уже в сторону Ванкувера. Завтра туда приедем, и наше путешествие на поезде подойдет к концу. Иванка, как тебе оно пока что? Шикарно, классно. Кормят на убой. Надо повторить. Да, надо повторить уже. Цены на билеты зависят от сезона. Например, сейчас есть несколько прайсов. На этот зимний сезон с 1 ноября по 31 декабря 2024 и с 1 января по 30 апреля 2025 года. Самые дешевые места в поезде — это экономи. Сидение в общем вагоне, на эти места цена во все сезоны 514 канадских долларов. Есть еще несколько разновидностей видов купе. Например, на этот зимний сезон купе на одного человека называется класс Sleeper Plus, стоит 1155 канадских долларов. На летний сезон обычно цены выше процентов на 20. Тут один человек и прямо напротив унитаз, как одно сиденье. Достаточно просторно. У нас купе Sleeper Plus на двоих. В этом сезоне стоит 2050 долларов на человека. Мы ездили в прошлом году, было чуть дешевле. На двоих мы должны были заплатить 4000 долларов, но заплатили только половину. Дело в том, что мы тогда получили канадское гражданство, поэтому у нас была разовая скидка аж 50%. Так что поездка нам стоила 2000 канадских долларов. Пишите в комментариях, многое это или нормально за такое классное путешествие. Сейчас я нахожусь в вагоне самого дорогого класса, называется Престиж, но оно ощущается. Такие стены, обитые дермантином, все такое в металле. Купе двухместное и стоит в этом зимнем сезоне почти 5400 долларов с человека.
Вот и подходит к концу наша поездка, мы уже находимся в Ванкувере, и хотелось бы поделиться впечатлениями, ну вот еще свежими, можно сказать. То есть, ребята, во-первых, поездка незабываемая. Когда мы собирались сюда ехать, конечно, мы всем об этом рассказывали, и у всех новость это вызывало восхищение. А, да, это тот самый поезд, мы о нем слышали. И только один парень сказал: слушайте, там будет скукота, то есть вы будете ехать, смотреть в окно и ничего. И у меня, конечно, тоже закрались сомнения, думаю, может быть, действительно будет скучно. Ничего подобного. Поездка оказалась незабываемой. Мы пересекли Канаду от края до края. Мы побывали в следующих канадских провинциях: Онтарио, Манитоба, Альберта, Саскачеван, Британская Колумбия. То есть мы посмотрели Канаду и убедились воочию, что она не только огромная, но она еще вдобавок и разнообразная. То есть мы приезжали леса, озера, горы, поля, реки, вы все это видели. Помимо этого, мы побывали как будто в сказке 12 месяцев, то есть когда вы за 4 дня пересекли все возможные сезоны. Мы попадали в снегопад, у нас жарко горело солнце, в то же время была весна или осень, то есть все это мы видели. У нас была возможность рассмотреть не только растительный мир, но и животный. К сожалению, я никого не увидела, но здесь были такие бывалые, я так понимаю, путешественники, которые прихватили с собой бинокль. Вот они-то все это и рассмотрели. То есть в следующий раз надо будет нам этот девайс тоже прихватить. Эта поездка, она позволит вам убедиться не только в природном разнообразии Канады, но также в разнообразии национальностей. Дело в том, что когда вы приходите на обед, то обедать вы вдвоем не будете никак, а вам обязательно кого-то присядут. И каждый раз это новые люди. То есть мы встречались с людьми из разных стран, из разных континентов. Это были американцы, это были австралийцы. Мы встречались с представителями таких профессий, как реставраторы, владельцы ферм, люди, которые разводят лошадей, архитекторы. Пожилая пара, которая прожила вместе 62 года в Канаде, это тоже очень интересно. Они делились своими взглядами не только на Канаду, на политическое устройство. То есть это было очень интересно пообщаться с ними. По поводу недостатков. Ну, во-первых, цена, и мы об этом уже оговорили. Второй момент, я бы периодически здесь пропадал интернет. То есть когда вы пересекаете отъезжаете от городов, то интернет пропадает насовсем. Вот я бы его вообще удалила на все 4 дня. Это позволило бы полностью погрузиться вот в этот вакуум, в разнообразие и насладиться видами из окна и общением друг друга, чего нам очень не хватает, мне кажется, в последнее время. Привет из Канады. Наконец-то заканчивается 4 суток моего мучения. Мы уже подъезжаем к Ванкуверу, и вот наконец-то стал появляться интернет. Я практически зачах от его отсутствия. Вот только было спасение, когда мы подъезжали к каким-то городам, когда мы там выходили, что я его вот так бегал и ловил. Ну, конечно, это шутка, в каждой шутке есть доля правды. Я не жалею, что я сюда поехал. Действительно, посмотрел из окна поезда на Канаду. Удивился от канадского сервиса. Вагон ресторана мне понравился больше всего. Я такого сервиса, в Канаде, я не помню, чтобы он где-то был. И каждый день. И самое главное, нигде не надо было платить чаевые. Потому что это тоже задалбывает лично меня в Канаде. И сейчас вот мы подъезжаем к Ванкуверу. Несколько дней тут проведем. И полетим уже обратно в Торонто на самолете. Но Иванка мне сказала, что она хочет посетить их чуть ли не каждый год, еще ездить на поезде. Но это, наверное, все-таки без меня будет. Больше информации о нашей поездке будет в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дергайте колокол, чтобы не пропускать выход новых роликов. И до встречи в Канаде, и может быть даже до встречи в этом поезде, но не со мной, а с Иванкой. Пишите в комментариях, как вам такое видео и что из этой поездки вам понравилось больше всего. Хотели бы вы тоже путешествовать на поезде? А если вы тоже хотите эмигрировать в эту прекрасную страну, обращайтесь к нам. Мы помогаем получить визу в Канаду, поступить в вуз или податься на ПМЖ. Все ссылки на наши услуги в описании под видео. До встречи в Канаде.